Снова база сил противодействия. «Очнись! Пожалуйста, очнись!» – слышим мы Изабеллу. «Слава богу! Я искала тебя. Где ты был? Белый? Стивен? Кто это? Да, кстати, Флинн, ты один? Разве вы с Джонатаном не отправились убивать Лилит? От Уолтера тоже никаких вестей. В Токио сейчас черти что. Врата на просторы открыты. Везде полчища демонов. Всюду хаос. Кроме того, воинство ангелов на подходе сюда, чтобы уничтожить демонов, а заодно и город. Война вот-вот начнется, и кто знает, что станет с Микадо и Токио. Таяма мертв. Юрико пропала. Я не знаю, что делать. Не бросай меня. Между тем, кафе Флорида стоит на месте. Когда мы приходим туда, застаем Фудживару и Скина. Из разговора выясняем, что в городе объявился Люцифер, а обращаться за помощью некуда. Бэрроуз напоминает про хранителя Токио. Называем имя Масакада, и Скин вручает нам катану. Таяма, Киохару, Кенджи, Скин, Фудживара и неназванный герой входили в силу противодействия. Ценой жизни он спас Токио с помощью катаны Масакада от баллистических ракет. Никто с тех пор не мог вынуть ее из ножен. Хранитель Токио Масакада должен помочь обладателю этого оружия, если его обнажат возле валуна в Гинзе. Дух защитника города отвечает на наш призыв и узнает Флина, перевоплощение героя, спасшего город от ракет. Он питается надеждой, которой ни у кого не осталось. Наполнив волшебную чашу великим духом надежды, мы поможем ему обрести силы. Что же, начнем возвращать населению Токио веру в будущее. Как раз бармен в подземке рассказывает, что проводится соревнование охотников. Если самурай из мира наверху победит, это подогреет интерес к турниру и вернет надежду людям. Далее следует череда утомительных заданий, но в конечном итоге Флинн становится чемпионом. Толпа ликует, волшебная чаша наполняется. Вернувшись к Масакада, получая вместо помощи порцию новых отговорок. Сожрав дух надежды, хранитель жалуется, что ему мешают два других. Дух доброй воли воплотился в Меркаву, Божью колесницу, а дух злобы в Люцифера. Спрашивается, зачем такой калека нам нужен? Все равно приходится все делать самостоятельно. По крайней мере, Масакада поможет снимать волшебные барьеры, и на том спасибо. Добираемся до обители ангелов и побеждаем нескольких стражей, прежде чем войти в золотые врата и оказаться в полной темноте. Слышим голос Джонатана. Слабым людям нужен идеал, как основа веры. То, что сможет изгнать отчаяние. Почему ты не видишь любовь Божью? Изабелла парирует, мол, о чем ты, Джонатан? Больше нет сына человеческого, есть только Меркава. Жалко парня, но придется биться с этим воплощением любви, заботливо пытающимся нас уничтожить. Несмотря на это, когда сражение заканчивается, Изабелла отмечает, что Джонатан доблестно шел до конца и верил в выбранный путь. Получаем дух доброй воли. Девушка покидает нас, чтобы убедить жителей Микадо переселиться в Токио. Ангелы теперь им не страшны, и это идеальный момент, чтобы войти в новую жизнь. Повелителя демонов стоит искать рядом с местом, которое с ними связано. Отправляемся к реактору. Разница небольшая. Снова несколько стражей на пути, снова врата. Открыв их, встречаем Уолтера. Он слышал, что выпало на долю Джонатана, и спрашивает, что дальше? Победа над Лордом Тьмы? Но он же является олицетворением безграничных человеческих желаний. Уолтер хотел избежать этого, но ожидаемо. Нашего товарища начинает корежить, и он превращается в Люцифера. После победы получаем дух злобы. Изабелла выходит на связь, сообщив, что все готово к переселению, командир ведет людей в Токио. Потом все будут ждать в Флориде. Все, завершаем историю. Хоп отмечает, как возмужал Флинн за столь короткое время. Ка становится барменом здесь, Хьюго решает изучать алкоголь и в том же духе. Кстати, о духах. Вернемся к Масакада, пусть сдержит обещание. Хранитель говорит, что человек снова отвоевал свой мир. Но ошибки прошлого всегда нужно помнить. Придет день, когда снова придется бороться. Изабелла радуется, что теперь Восточное Королевство Микадо и Токио стали едины. Вот и нейтральная концовка. Все три грустноваты и оставляют неприятный осадок. Все они искусственны и созданы лишь для того, чтобы добавить пару штрихов к известному сюжету. Например, в одной из них узнаете, что на самом деле Хикару – это Люцифер в женском обличье, если еще не догадались.
В любом случае, с нами останется лишь один из друзей. Единства среди критиков нет. Кто-то называет игру сложной для новичков, кто-то, наоборот, рекомендует знакомиться с Shin Megami Tensei именно с 4-й части. На меня она тоже произвела противоречивое впечатление. Этот мир заставит вас жить по его правилам, иначе вначале будет нелегко. Однако, разобравшись в боевой системе, бывалый игрок создаст себе несокрушимый отряд. И к концу сражения станут скорее утомляющими, чем сложными. Арты шикарны, но графика, как вы видели, никакая. Насколько понимаю, компания испытывала трудности в 2013 году и была на грани банкротства, так что недостатки простить можно. Зато персонажи впервые в основной серии обзавелись голосами. Музыка хороша, но не гениальна. Это первый пройденный мной Мегатен. К своему стыду я знал Atlus больше как издателя Tactics Ogre, но как разработчика фирму не воспринимал. После блистательной Кэтрин я пересмотрел свое отношение и решил начать знакомство с третьей по популярности серией RPG в Японии. Думаю, столь высокая оценка связана с мироощущением жителей страны восходящего солнца. Все, что цветет, неизбежно увянет, говорят они. Жизнь возле вулкана, постоянные землетрясения и катаклизмы переплетаются здесь с многобожием. Необходимость вновь отстраивать разрушенное стихией выливается в упорство и работоспособность. Отсюда и любовь к созерцанию спокойной природы. Токио, пострадавший от баллистических ракет некой соседней страны. Возможность прогуляться по знакомым местам, демоны, напоминающие духов синтоизма, идея избранности и сплоченности нации – все это понятно японцам. Жителям других стран воспринять мир Мегатен сложнее. Постоянное блуждание куда ни шло, но фраза «Кенджи в Рапонге, что в Минато» для меня больше похожа на заклинание, чем на что-то внятное. Можете представить японца, играющего за молодца храбро, что на ресталище конском победил, от хлебника услышал про один день Ивана Денисовича, а теперь неведомо почему ищет в Москве центральный проезд Хорошевского Серебряного Бора, где возле газетного киоска ждет библиофил Иван Алексеевич Ратников. То-то же. Надеюсь, что передача «Пересказ» помогла вам разобраться в событиях игры и понять их. Если же вы счастливый обладатель 3DS или просто хотите прочитать весь основной текст Мегатена, то зайдите в соответствующий раздел сайта GameFAQs. Там вы найдете подготовленный мной геймскрипт. Не расстраивайтесь, если не знаете английский. Для понимания текста вполне подойдут бесплатные переводчики, например, от Яндекс или Google. Итак, Масакадо убрал купол, который был его телом. Страж снова охраняет город, вернувшийся теперь в наше время. Видимо, остальные ракеты достигли своих целей. Помните же, что королевству Микадо 1500 лет, а в Токио прошла лишь четверть века. Как уживется их население вместе? Похоже, теперь японцы заполонят всю землю, раз за такое время из внешнего мира с ними никто не связался. Но это лишь мои догадки. Странная девочка на глазах превращается в богиню. Она счастлива, что надежда вернулась к каждому, и обещает, что Токио восстановится. Похоже, Стивен использовал ее образ при создании Burroughs. Вот и все. Спасибо, что следите за моим творчеством. Пора заканчивать. Верно, Burroughs?